Всем привет, друзья, на связи Пентагон. Это традиционный еженедельный выпуск Пентагон Лайв, где мы совместно с вами смотрим за рынком криптовалют. И по традиции хотелось бы начать с битка и посмотреть на эту жесть. И, в принципе, и падающая проекция, и выход с глобального тренда, и дальнейший его ретест полностью предрекли дальнейшее движение битка. Но я лично очень рано откупил первый раз альту. В принципе, сейчас тоже докупаю альту, но в потенциале все может полететь на 25. Это в случае, если мы сегодня не закрепимся выше 36 тысяч, и если нас вообще не уведут выше 36 тысяч, то с большей долей вероятности, друзья, это еще не конец падения, а еще вполне вероятно наши планируемые 32 тысячи мы увидели, а вот именно уровень 25. Я лично не ждал, что мы в такой короткий срок эту цель можем вообще метить себе, да, но по факту сейчас мы забились опять в треугольнике с плоским дном, и верхушка этого треугольника, ну даже вот можно взять менее детально, вернее, да, верхняя граница 37 тысяч, если мы не можем пробить, скажем так, эту границу, закрепиться, ретестнуть и пойти наверх, то с большей долей вероятности у нас здесь как раз таки проходит локально пробитый, здесь там небольшой тренд, вот здесь памп с ретестом 37 400, и если мы не увидим закрепляющего движения выше этой границы, то, друзья, с большей долей вероятности пойдем вниз. Это уровень 25-24. Я думаю, здесь на 12 часах в целом можно увидеть образование какого-то дивера, потому что дивер видно здесь только на линейке, вот он здесь есть, да, вот от этого уровня, и по сути мы можем, наверное, отскочить хотя бы там, к 42 тысячам, но с другой стороны мы уже на 42 ходили, вот здесь это как раз-таки ретест вот этого пробитого всего накопления консолидационного, и по факту такой маломальский правое плечо огромного гипа, но я все-таки рассчитываю, что нас пофлетят и, может быть, там в район 42-44 тысяч еще закинут и в дальнейшем отправят на 25. То есть все очень просто, как обычно, да, то есть если мы видим с вами закрепление выше уровня 36-37 тысяч, пробой, тогда мы пробьем, соответственно, вот этот треугольник медвежий и с большей долей вероятности пробой, ретест могут привести нас к 42, там, максимум 45 тысяч, потому что здесь еще есть незакрытый гэпчикс, вот здесь вот в диапазоне 49, но не думаю, что мы его пойдем закрывать сейчас в моменте, хотя бы на уровень 42, вот мне этот уровень достаточно будет интересен, то есть 38-40 тысяч были бы неплохие точки для возможного шорта, для выхода из всего того, что вы понабрали на падении. То есть я не уверен, что мы увидим продолжение какого-то роста там, вплоть до 54 тысяч, поэтому двигаемся от негатива. Негативный вариант поход в зону 24-28, образование большого крупного дивера и какого-то разворотного сетапа для похода обратно к 50 тысячам. Тот фут, который сейчас присутствует с баном крипты в Китае, с майнингом запретом и запретом на трейдинг, плюс разбирательство у Binance с антимонопольной вот этой службой. Все это вместе может заставить именно крупняк не полезть в крипту именно сейчас. То, что MicroStrategy покупает, то, что покупают крупные фонды а-ля Grayscale и такие более, скажем так, неприглядные участники рынка, они откупают с целью 2-3 года удержания. То есть я рассчитываю, что мы увидим все эти цены там, в районе 70-80, но далеко не сейчас и не в ближайшие, возможно, полгода. Поэтому сейчас двигаемся от негативного. Я буду ждать, наверное, поход 42-44 вообще для какого-то маломальского шорта. И сейчас мы вот пробежимся по альте, который я успел зацепить. И где-то я не поставил стоп, где-то я буду держать и откупать, наверное, до какого-то ближайшего уровня, потому что сейчас там уже просто жесть. Первый факап это BNB, но сейчас мы находимся на хорошей там поддержке
в районе 250 баксов, я откупался вот здесь вот в районе там, 340, 315 у меня были покупки, поэтому в целом, наверное, для меня стоп будет по уход под 220 баксов. И в таком случае мы просто увидим логичный уход к следующей поддержке в район $120. То есть, если мы сейчас уходим под 250-230 баксов, то уход $120, $130 я буду откупать. Но рассчитываю, наверное, увидеть какой-то отскок в район $320-340, что позволит мне, в принципе, выйти с минимальными потерями из актива. Так или иначе, каждый актив я рассматриваю чисто как спекулятивный. Здесь просто что-то, видимо, меня занесло, и я взял несколько больше, чем планировал. Так, SXP, та же самая ситуация, 12 часов дивер. Мне нужно сходить в район там 2.2-2.4 для того, чтобы вообще полностью выйти из позиции. Но есть вот здесь большая трендовая линия. Вот она вот здесь глобальная. И я рассчитываю, наверное... Так, сорян. Я рассчитываю, наверное, пойти как минимум к этой границе, к 3.2 на ретест, да, на возможный ретест. Ну и как минимум это закроет в район там 2.4. Это при условии, что биток у нас дальше сейчас с текущих не идет на 26. То есть если мы сейчас уже не можем закрепиться выше этого уровня, видим с вами какой-то поход, продолжение вниз, то есть это уровень, пробой 33 тысяч, то целимся уже в 26-28. Сначала смотрим за реакцией на этот уровень, и затем, наверное, 22-24, что, в принципе, будет дальнейшим, на мой взгляд, интересным уровнем для откупа вообще всего. Плюс, если мы сможем как минимум отскочить от 25, то я буду ждать вот именно поход хороший в сторону там 42-45 тысяч, по аналогии с и 2017 годом, по аналогии и с 2020 годом, да, когда мы в дальнейшем консолидируемся в каком-то большом треугольнике. Ну, вот сейчас как раз-таки хотел показать возможное развитие событий. То есть я жду примерно, вот, наверное, вот такого движения. Это консолидационный какой-то такой большой треугольник с дальнейшим походом вплоть там, до 15 и до 12 тысяч. То есть, так, наверное, у меня здесь будет сейчас очень много всего. Так, ну еще не так много, ладно. Ну вот все трендовые мы нахрен пробили. Сейчас, кстати, на флаг, от флага отскочили, но опять такое же себе удовольствие. То есть, что я примерно хотел бы дождаться, именно глобально. Наверное, какого-то такого крупного движения, где мы смогли бы увидеть, так, и пошире. Ну вот, наверное, плюс-минус. Да, вот как раз-таки поход 25 тысяч, он будет тем уровнем поддержки, как в свое время была шестерка. Да, то есть, когда была шестерка в свое время, да, вот этот уровень как раз-таки мы можем увидеть как поддержку, уровень 25, там, с дальнейшими с какими-то отскоками от этого уровня. Но сейчас вот как раз-таки я жду вот этого похода к 42 тысячам для того, чтобы полностью выйти со всего спота, набрать шортов по возможности и от уровня 41-42 пойти дальше вот к этому уровню к 25. Посмотрим, что будет из этого. Плюс мы не ретестнули пробитый тренд вот здесь вот глобальный, он тоже где-то у меня проходит вот здесь в районе 42-44, плюс гэп закрыть, ну так можно сквизом. Но тоже, опять же, не факт. У нас снизу тоже очень много незакрытого дерьма. Это что касается битка. По эфиру все еще более прозаичнее. Мы прям упали на глобальную трендовую от $370. И по большому счету сейчас я также жду какого-то отскока вместе с битком. Это уровень будет ретеста пробитого, ну вот, наверное, еще раз 2400. С другой стороны, мы на крупных таймфреймах уже пробили, и вот здесь, наверное, где-то был локальный ретест, но при этом я не оставляю надежды сходить хотя бы к уровню 2400-2500, но в противном случае уход под 1900
как минимум проторгует вот эту соплю $1300–1400, поэтому если хотите реально откупать спот эфира в долгосрок, я бы, наверное, рассматривал покупки от 1300 вниз, ну то бишь вплоть до 800, там, до $1000. Я говорю вот как раз таки про вот эту поддержку, которая чуть ниже в диапазоне 1000–1300 баксов, то есть тоже не стал бы сейчас что-то жестко откупать, хотя сам достаточно неприятно залез. Так, что смотрю дальше? Лайток. Вот. То есть хочу сказать, что везде на всех активах проходит вот этот треугольник с плоским дном. И, соответственно, когда мы видим, что один и тот же паттерн на всех активах, то с большей долей вероятности отработка будет у всех плюс-минус одинаковая. То есть это вот как раз-таки все активы уходят на ближайший уровень поддержки. Лайток 100 вообще долларов, 120. BNB, получается, уходит тоже там в район 200–180. SXP уходит вниз в район вообще опять 1,2, 1,4. Уф! Откупать это, конечно, я посмотрю, наверное, за какой-то разворотной историей. То есть давать какую-то альту вообще сейчас любую я бы не стал. То есть я бы даже ее, посматривал, если только вы в ней сидите. И искал бы выхода из этого всего дерьма, ну вот на ретесте, если, дай бог, еще этот ретест еще дадут. То есть пока намек на ретест есть расхождение с осцилляторами, есть крупные дивера. Есть, но вот здесь треугольник с плоским дном пробивается вниз, как минимум отторговать вот эту 28 соплю, а вполне вероятно еще что-то больше увидеть. Ну а так, наверное, с покупками я еще в следующем видео, дай бог, скажу, потому что, смотрите, очень все сложно. Если откупать, я буду откупать BNB, SXP, Lightok, буду докупать, то есть где-то еще на 10%, на 10–15 еще процентов депозита. И в таком случае будет где-то, наверное, процентов 25–30 в активах, что, в принципе, для меня очень такое уже болезненная вещь. Так, что у нас, в принципе, с рынком? Я не понимаю, кстати, почему биток падает, потому что S&P не падает. Мы, в принципе, увидим ту же самую информацию, о которой мы в прошлый раз смотрели, да, вот то, что мы с поддержки с трендовой оттолкнулись, это и здесь поддержка, и здесь поддержка. И по сути 4400, но 4200 как раз мы увидели ретест. Я буду смотреть завтра, как поведет себя цена. Но в целом я посмотрел фанк, и вот мы сейчас его, кстати, как раз таки посмотрим. Много где есть разворотные фигуры. Вот здесь, например, есть гиб на фейсе, на Apple. Мы, в принципе, ретестнули, как я и говорил, вот этот пробитый тренд. Мы не смогли его пробить. Сейчас консолидируемся под. Скорее всего, дальше пойдем в уровень сотку. Это падение сипки. То же самое по Амазону мы пробили и снизу, и сверху собрали всю ликвидность. Я думаю, что пойдет обратно 2800. Microsoft единственный, кто может быть еще отскочит на 270, но я думаю, что мы пробьем вот этот уровень 240, тоже пойдем вниз. По Гуглу нужно закрывать всю ликвидность в районе 2000. Здесь тоже гиб, пробой, ретест тренда. И в целом-то сипка, наверное, на следующей неделе-то пойдет вниз. А если она пойдет вниз, биток как раз-таки сходит на 25. Вот такой вот аккумулятив. Фундаментал жесткий. Фундаментал в отношении крипты нифига не положительный. Сейчас хотя бы на ближайшие там пару месяцев. То есть я думаю, что если мы увидим новую серию твитов от Маска, то тогда да, вот вариант 42 сейчас для меня максимальный, наверное, пока. Если мы вдруг резко дойдем до 42, я запишу видео независимо от того, какой будет день недели. То бишь пока план такой. Глобально еще раз подытожу. Биток очевидно, наверное, идет на 25-26, если мы не закрепляемся выше 33. Если от 33, так, сейчас мы, где этот график? Если мы от 33 не отскакиваем, то, я думаю, сразу пойдем в сторону 25-26, подтверждать глобально вот этот дивер, да.
и в дальнейшем отсюда уже хорошенько отскакивать. Ну, тогда будет вариант вот с этим отскоком более-менее зеркальный, да, то есть мы увидим с вами нечто подобное, когда есть... Так, все, я не могу, да, больше зеркал. Нет, не дает зеркалку. Так, когда мы увидим с вами примерно подобное движение, только с консолидацией в треугольнике, с походом вниз, но мы, в принципе, его уже и видим. То есть, если 33 не закрепляем, уходим вниз, 26, 24, ищем здесь, наверное, какие-то покупки с целью 42. То есть, по большому счету, с хороший откуп на очень недолгий срок и с целью такой более скальперской, чем с целью откупить биток и забыть про него. Я думаю, такую возможность еще дадут. Если уходим здесь с текущих и ретестим вот этот треугольник плоский, то 42 для меня будут уровнем, где я хочу бы подшортить еще раз всю эту историю, то есть где мне интересен будет шорт, да, в районе где-то, наверное, 42. Но либо, если прям совсем повезет, в район 45 закрыть гэп, ну это совсем прям хорошо будет. Тогда и та альта, которая у меня откуплена, она в жирный плюс идет, то есть это BNB в район 480-550, SXP в район 4,5, Лайток обратно в район 320-310, но вот здесь это надо будет точно выходить. Скупать, наверное, я не буду. То есть посмотрю, но вряд ли буду откупать. Наверное, как-то так. Также мы с командой хедж-фонда едем на мероприятие, на крупнейшее мероприятие по блокчейну и криптоиндустрии, который будет проходить в Дубае. Оставлю ссылку здесь в описании. Кто чисто случайно, может быть, будет там, пишите мне в личку, обсудим, что можно обсудить. Новое видео будет, конечно, если не получится прилететь в середине недели, то есть они будут в воскресенье, поэтому оставайтесь на канале, я постараюсь выкладывать всю ту информацию, которая будет оперативно выходить. Опять же, старайтесь соблюдать свой риск-менеджмент, не повторяйте моих ошибок, не покупайте никогда активы без стопов. И рекомендую все-таки посмотреть за действительно хорошими, оптимальными уровнями, там 25-26 тысяч, как, возможно, за первой покупкой на спот именно какой-то маленькой, там, может, на 10% купить и докупать вплоть, наверное, до 15 там, или до 10 тысяч. То есть, действительно, мы можем пойти вместе с этим со всем рынком хорошо-хорошо вниз, но то, как сейчас в целом уже мы разгрузились, то, как действительно негативно закидывали фудом всю прошлую неделю, я на самом деле рассчитываю на отскок, на какой-то действительно отскок. 42 тысячи был бы для меня плюс-минус хорошим уровнем, где бы я бы начал покупать, где бы я начал скидывать в шорт какие-то активы. Возможно, я не буду продавать спот до конца, но, может быть, буду шортить тем спотом, который у меня будет откуплен. Но, опять же, я не покупаю прям какую-то жесть, типа, ну вот у нас есть в тикербуке, да, типа там SEA и всякой этой истории. Ну вот BNB, SXP, Лайток мне интересны. Лайток в особенности интересен, потому что халвинг скоро, и я, наверное, думаю, его буду действительно откупать на спот постоянно, вплоть, наверное, там до 80 баксов, если он пойдет. То есть легко, вполне вероятно, мы еще эти все падения еще нас ждут. Поэтому берегите депозиты, берегите свои нервы, больше спите, лето все-таки, все лето в шортах. Поэтому все, на связи был Пентагон, оставляйте комментарии, что думаете по рынку, куда пойдет цена раньше, на 42 или на 25. Жду от вас вот внизу ваше мнение и ваши вопросы относительно рынка. Пока-пока-пока.